Доброе утро, Чечня! Доброе утро, друзья мои! Мы с вами приехали в Чечню. И сегодня мы с вами начнем знакомство с самого интересного. Я вас отведу на сельскую свадьбу. Я вас познакомлю с традициями, с прекрасными людьми. И мы с вами хорошо проведем время. Вы берете хорошее настроение. Я беру вас с собой. И в путь, друзья мои! Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте. Знакомьтесь, это мой друг Адлан. Меня зовут Эльвира. Куда мы сегодня с вами отправляемся? Расскажите. Мы поедем на обычную чеченскую свадьбу. Мы едем с вами на чеченскую свадьбу. Обычно. Это у нас первая чеченская свадьба. У вас такой головной убор красивый. Это национальный чеченский. Здесь у нас будет с вами проходить свадьба. Свадьба у нас будет дома. Это старая бывшая соборная мечеть. Здесь раньше проходила пятничная молитва. Сейчас она действующая? Да, она работает, но просто пятничная молитва проходит уже в новой, большей мечети. Построили двухэтажная, она двухэтажная. Огромная мечеть. Богатые дома, огромные. Ну, слушайте, для чеченцев дом – это самое важное событие, которое происходит в его жизни. Дом – это крепость, дом – это где вот семья собирается. И поэтому, допустим, если у других там жителей других регионов России, там не чеченцев или там других национальностей, встает выбор, я вот просто всем рассказываю, вот, допустим, есть выбор. Поехать в Турцию на неделю или купить 10 тысяч кирпичей. Кирпич всегда выиграет. И что, чеченцы поставят кирпич и пусть стоит? Да, и они не поедут никуда отдыхать, потому что для них самое важное в жизни – это построить дом. Поэтому мы будем в Чечне наблюдать всегда большие дома, да? Да, да. Ну, потому что семьи большие. Вот зачем посмотрите. нужны большие дома? Чтобы большая семья могла в нем комфортно жить. Ну, несколько же семей. У вас же, наверное, сыновья остаются с родителями жить? У нас остается младший сын с родителями. У вас Ильман, да, младший братишка, Да. он с родителями живет? Да, он живет. Это я видела, что ему Вот братишка. у него 5 детей, и им нужен большой дом. А мы не подъехали? Я вижу большое Мы количество подъехали, машин. да, мы приехали здесь. Мы с вами приехали на свадьбу. Посредственно свадьбы. Здравствуйте. Эльвира, это... Добро пожаловать. Ага, спасибо большое. Да. Это брат. Сегодня мы приехали, получается, к вам на свадьбу. Ваш брат женится. Зовут Идрис. Мы посмотрим, познакомимся с чеченскими традициями, если вы позволите. Конечно. Я буду впервые на чеченской свадьбе. Рады вам очень. Спасибо большое. Спасибо, что приехали. Да, вот. Ассаламу алейкум, здравствуйте. Поздравляю с праздником. Спасибо. Очень рада, что присутствую на этом празднике. Спасибо. Я очень рада, что пригласили. Сколько гостей намечается сегодня в этом доме? Количество мы не знаем, наверное, 400-450, скорее всего. Вот так вот, да? Да. Без количества. А вы на свадьбу приглашаете гостей или гости сами приходят? Мы даем знать, что у нас будет свадьба, они сами приходят. То есть вы просто уведомляете? Да. И 400-450 человек, Да. полтысячи приходят сами? Конечно. Поздравляю вас с праздником, пускай молодые счастливы, живут в согласии. Это мама жениха, вас как зовут? Фатима. Фатима, меня зовут Эльвира. Очень приятно. Рада побывать. У вас сегодня праздник. Большой праздник. Мы У нас у всех большой праздник. Что с линии отца, что с линии матери. Давно ждали этого. радость. Это дом жениха. Мы сейчас ждем невесту, да? Да. Когда вам привезут вашу невесту? Не привезут, мы сами поедем. Вы сами поедете? Да, сами привезем. Так они сами не приезжают, приходят. Где-то ездить. в 11:30 Мы поедут за сами невестой. поедем за невестой. Да, за невестой. А в этом доме только родственники жениха. Да, А родственники невесты будут? нет, они не. По вашим традициям у вас отдельно родственники жениха и родственники невесты, каждый в своем доме. Моя невеста очень хорошая. Это его жена будет? Да. Красивый. Хорошая. Сколько у вас сыновей? 4. Четверо, все женаты. Нет. А как женятся? Это родители подбирают невесту? Сами выбирают. Сами? Сами и родители выбирают. И родители? Сам выбрал, сам привел, сам.
все. А вот вы где познакомились с вашим мужем? В магазине. В магазине? Просто случайно. Мы уже здесь видим, угощают гостей. Для детей у вас, что ли? Ой, машалла, как прекрасно. Какие у вас красивые девчонки прям. Это все родственники жениха, как мы поняли. Здравствуйте, здравствуйте, всем здравствуйте. Это все мои заловки. Мои заловки. Во сколько все пришли? Утром, С правда? утра. С утра? Да. Утра до Полдесятого здесь. Здесь. А кто у вас остается с родителями жить? Какой сын? Самый младший. Вот вы помните свой день свадьбы, когда вы выходили замуж? Конечно, помню. Какие? Украли, конечно, первый раз. Украли? 5 апреля. Я даже фамилию не знала. Даже фамилию не знали? Вас так украли? Я вот так вот. Сейчас мы присели за стол, я сейчас буду угощаться. Посмотрите, что есть на нашем столе. Здесь у нас салаты, мясо, голубцы, перец болгарский. всякие. Все это сами делают дома, да? Если у нас свадьба дома, значит все сами делают. Стол очень богатый, шикарный. Сейчас я буду все пробовать и потом вернусь к вам. Я не боюсь. Давайте с вами поднимемся на второй этаж. А здесь у вас тоже гости? Ну, гостей, правда, много ожидается. Уже их много и ожидается много. Также здесь, посмотрите, комната уже ожидает гостей. Чтобы вы понимали, давайте я вам покажу наглядно. В этом доме у нас женщины, в этом доме у нас мужчины. На свадьбе мужчины сидят отдельно, женщины сидят отдельно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь аксакалы, наверное, взрослые Да, мужчины, вот да? аксакал, два аксакала здесь. Три, да. Это старшие, когда старшие. Какие головные уборы у вас роскошные. Красивые очень. Молодчий, рамцы бахан. Да, там они сейчас в мечети, короче. Мечети? Делают Тигравы. Жених у нас в мечети. Расскажи. На никахе. Расскажите, что, как по вашим традициям, никах совершается отдельно в мечети, у жениха отдельно, невеста отдельно, да? Конечно, конечно. Они не вместе сидят Конечно, в у нас комнате. не принято так. Вот для нас это тоже новое, что мы слышим, жених отдельно совершает никах, там будет мулла и свидетели, скорее всего. Да. И также будет у невесты проходить. То же самое. Они вместе не будут. Не будут. Это не принято. Когда на вашей свадьбе жених присутствует на своей свадьбе, он выходит в общий зал к гостям? Нет. Он скрывается вот от всех вот. Вы увидите его, но не мы. Вы не увидите сегодня жениха? Нет. Здесь на улице все и готовили. Ну, мясо отваривали. Отваривали, чтобы раздавать потом этим гостям. А вам сколько лет? Мне 22. Вы еще не женаты? Нет. Когда будете жениться? Пока старше, не поженится. Как будете себе выбирать невесту? Где знакомиться? Вот вы молодой, 22 года. Расскажите нам, как женится молодой? Так, ну обычно просто знакомиться, там, если где-то увидели, в основном бывает еще запло, мы говорим так, старшие там тетки, не тетки, они сватают, ну, советуют. Вот приносят такой... фотографии. Вот Да. хорошая семья. Да. Это во всех народах есть. Ну вот. Или сами знакомитесь, да? Или сами, или вот так вот. На свадьбе. Сейчас вот какую-нибудь увидите, приглянется девушка, да? Да, если какой-нибудь там С соседнего чья-то, села. да. И вы начинаете искать родственники, как найти, как добраться. Да.
Сейчас вы увидели, приходят в гости в дом, обнимаются, целуются, поздравляют и присаживают за стол. Эльвира. То есть, если мы видим девушек без значит не замужем. Я сейчас спрашиваю, говорю, как-то можно у вас определить, какая замужем девушка, какая не замужняя? Сейчас это сделать сложнее, потому что многие носят платок, хиджабы. А так, если девушка без платка, точно не замужем. Нужно обратить внимание, что практически все девушки головы покрывают. Сейчас время пришло ехать за невестой. Родственники жениха собираются и выезжают. Смотрите, брат жениха присел в Майбах и поехал за невестой, и мы сейчас все вместе с вами едем свадьбу на Майбахах. Невеста у нас из этого же села, поэтому нам далеко ехать не пришлось. Мы уже подъехали, да, почти? Ну, почти, да. Ага. Тут можно увидеть патриотизм к российскому автопрому. Гранты, приоры. А ты знаешь, чем это обусловлено вообще? Нет. Ты знаешь? Налогами? Нет. Дело в том, что в исламе брать и давать деньги под процент, это является большим грехом. Харам. И поэтому здесь нет ни одной кредитной машины. Это все куплено за те деньги, которые есть у человека. То есть вы хотите сказать, вы не берете кредит? Я никогда в жизни не брал. А как же исламские банки? Ну, та система, которая существует в современной России, исламского банкинга, она к исламу отношение имеет такое. То есть вы хотите сказать, вот сегодня всех, кого мы наблюдаем, ни у кого нету дома в кредит, Нет. ни у кого нету машины в кредит. Это все на свои заработанные. 90 с лишним процентов чеченцев никогда в жизни не брали кредит. А как у вас здесь банки вообще живут? Ну, они живут там за счет зарплатных проектов еще. Ну, слабо живут, да? Но они не хотят сюда заходить вообще. Да? Да, А какие банки у вас есть? Вот так. У нас Сбер, Россельхозбанк, ВТБ банк, ну в основном государственные. Частные банки здесь работать не хотят, потому что основная задача банка это дать навязать кредит. Денег кредит. Поэтому для них мы регион с очень низким потенциалом. Слава Богу, слава Всевышнему. Слава Богу, вот это действительно. Вот это рабство, оно вообще никому. Тут я с вами согласна. Ну и в исламе это считается прям одним из тяжких грехов. Давать и брать деньги под процент. Брать тоже грех? Конечно, конечно. Это не просто грех, это один из тяжких грехов. Поэтому вы на свадьбу дарите деньги, чтобы это было взаимопомощью? Да, да, конечно. Чтобы человек не обращался в кредит? Даже когда вот в процессе организации свадьбы денег в кредит не берут, берут в долг у родственников. А потом, когда свадьба проходит и накапливается же сумма определенная, эти деньги просто выдаются. И все.
Это вообще замечательно, что не в кредиты свадьбы, не в кредиты машины. Кредит свадьба, кредит машина, кредит ипотека. Это вообще... Дай Аллах, чтобы ваш регион так и продолжал жить без кредитов. Чтобы банкам было невыгодно здесь работать. Один из наименее закабаленных регионов России. А еще я кое-что обратила внимание. Когда разговаривают чеченцы, неважно со мной или между собой, в глаза не смотрят. Мужчины. Да. Мужчины не смотрят в глаза. Не принято. И девушка не должна им в глаза смотреть. Ну, девушка, это вообще по умолчанию она не смотрит. Взгляд мужчине в глаза. Ну, может, в сторону, в пол, там, может. Но посторонней женщины глядеть в глаза, это считается нескромным. Это не повод для конфликта или еще какого-то там усугубления ситуации, но это считается нескромным. Я-то всем смотрю в глаза, рассматриваю каждого человека, каждую национальность. Слушай, у нас разные традиции, поэтому, да. В принципе, тебя люди поймут. Я обратила внимание, что, разговаривая со мной, можно подумать, что не хочет разговаривать, но таковы традиции, они не смотрят тебе прямиком в глаза, так как это считается нехорошо. Мы с вами сейчас приехали в дом невесты. Мы идем за невестой, да? Да. Сюда приехали только родственники жениха. Сейчас вы видите, брат жениха делает подарок. Сейчас вы подарили птицу, подарили деньги. А где ваша сестра? Невеста также делает подарок. Это приданное, да? Это сегодня вы все идете в дом жениху. Вот посмотрите, это все приданное невесты. Какие красивые. А что это подарки. Это косметика, вещи, постельное белье, вот такие вещи, да? Это подарки. Свёх говорит, я ее вижу сразу. Любили его. До сих пор вижу ее радость. И вы сразу в улыбке Да, я так обрадовался, когда можно сказать. Вот, а как ты скажешь, трогать, добрые? конечно, да, вот только Сразу зато, видели, Идрис в улыбке расплылся. прям все года. Давайте рассмотрим руки невесты. Посмотрите, это сейчас брат жениха подарил. Со стороны жениха подарки. Это тоже? Это жених подарил. Это тоже сестра? Бабушка? А где сейчас родители невесты? Они не провожают невесту. Папы здесь не будет. А где папа сейчас? Где-то там у соседей может. Папы в доме нет. Это тоже соответственно вашим традициям. Очень хороший,
деньги. Сколько? Близкие родственники могут подарить там комплект мебели, посуды. Ну, все зависит от Финансового состояния. от финансового состояния и близости родства. Но посторонние люди в среднем от 5000. Начинается, да, от 5? А я могу подарить 5000? Нет, ты не можешь. Почему ты я- гости. Ну, я тоже хочу быть гостью и частью свадьбы. Ты тем самым можешь обидеться. Потому что ты гость. А у гостя брать деньги это не совсем нормально. Ты просто пожелаешь счастья, молодых, здоровья, согласия. Хорошо. У нас, когда приходят, говорят, по-чеченски говорят, дал борца бойл. Как? Что? Дала борца бойл, говорят. Дала борца Б. Да, ца бойл. Это вот в переводе означает, пусть Всевышний Дарует счастье. дарует им согласие. Мне нужно покрывать голову? В Чечне девушки покрывают голову. Это их собственный выбор, но ты не обязан это делать. Чтобы не отличаться, например, косыночку повязать. Ну, поверь мне, ты даже если повяжешь косынку, ты будешь отличаться. Почему? Ну, потому что у тебя тип такой. Какой? Тип лица. То, что я черная, яркая? Ты другая просто. Прям сильно отличаюсь от ваших, Ну, да? не сильно, но отличаешься. Ну, ваши светлые же, а я вот черная. Я в основном вижу красивые, светлые люди. Ты не черная. Да, я всегда гордилась тем, что я черная. В чеченских традициях не принято, что у них присутствовал цвет. Это считается нескромно. Сегодня родственники невесты, хоть кто-то сюда придет в этот дом? Сюда может приехать сестра, либо сноха невесты на пару часов. Ну, потому что для любой девушки это же дикий стресс. И для того, чтобы вот этот начальный период адаптации как-то пришел более мягко, приезжают одна либо две родственницы невесты. 2-3 часа они побудут здесь, и потом их хозяева этого дома их отвезут обратно. Мне кажется, мама жениха, какая она замечательная свекровь будет. Она говорит, у нас большой праздник. Представляешь, какой для них это праздник? Да? А вы когда женились? Сколько лет назад? Давай опустим. Забыли, что ли? Не, я помню, но не надо. Вам нельзя этого говорить. Ну, это не совсем прилично. Хорошо, а вы когда женились, вы украли жену? Нет. В нашем народе считается, если ты украл невесту, то ты не смог ее завоевать и показал всем, что ты слабак. Вам 46 лет, да? Чем вы занимаетесь? Но мы организуем корпоративные туры, VIP-туры, джип-туры. Вот джип-туры это, вот, можно сказать, наш конек. Джип-туры и VIP-туры. Мы работаем в 4 республиках. Это Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан. Приезжайте на Кавказ, мы умеем и любим принимать гостей. Я в этом не сомневаюсь. Мы уже слышим звуки свадебного кортеджа. Я вам оставлю номер телефона Адвана в описании к этому видео. На экран вот сюда выведу. Напишите ему, позвоните, если вдруг собираетесь посетить Кавказ. Все, а теперь встречаем. Сейчас у нас выходит мама жениха встречать свою невесту. Самая красивая невеста. Машалла, невеста. Брат жениха заводит в дом нашу невесту. Ничего себе. Кусок, а эски сапог. Que mais gosta mesmo, né? Su kalitas.
วันนี้สักการะอารุษอาวกาศนี่ตาดิสักการะรถมาสักมาเลยเนี่ย Надакали, первое, что надакали. Amin, amin. Daha doğru insan ver hep de. حجر حجر يتردق لزي Ya tadat kısabın ana. Ребеночка дает невесте. Мария, هيئ نجوم Невеста, посмотрите, дает деньги. Sondaysa hiç araştık. Евро дает, евро. Все? Все? А что значит эта традиция? Что значит этот обычай? Для благополучного потомства. Девочку надо давать или мальчика? Или любого? Любого. Любого ребеночка. Все? Наша красавица. Ой, тьфу-тьфу, машаллах, красота какая. سيادة حياتها Посмотрите, действительно огромное количество гостей сегодня приходит в этот дом. В дом жениха сейчас привозят приданное. Это то, что передала семья невесты. Это подарки для родственников жениха. Тяжеленные какие! Значит, мужчины на свадьбе занимаются тем, что думают, как следующую свадьбу сыграть. Да? Это подарок. Женщины дарят женщинам? Нет. Да. Мужчины? Да, мужчины. А скажите, а я могу тоже вам дать подарок? Нет, не надо. Почему? А я от души для молодых. Ну давай тогда. Пускай молодые будут... Я от души. Пускай молодые будут счастливы, пускай будут детей у них много, здоровы. Вот я клянусь от души. Спасибо. Мне даже приятно самой подарить. Мне тоже приятно. Молодец какая. Сейчас вы видите, что невеста у нас стоит, и она так будет стоять почти весь день. Сейчас мы про это узнаем. А вот скажите, у вас невеста сейчас вот там стоит, все, она будет стоять. Сколько часов будет стоять? До вечера. До полуночи. До полуночи. Да, она должна так стоять. Вот так должна, и ни с кем не разговаривать. Разговаривать нет. Это вот так на чеченских свадьбах проходит, что невеста, видите, стоит и всех приветствует. Ну, ее посадят, накормят. Конечно, я про это забыла. Жених почти неделю. Представляете, жених будет сейчас избегать встречи с мамой. Конечно. Чтобы лишний раз не попасться на глаза. А потом уже потихоньку с родителями или старшими родственниками. Дяди бывают. Это что, чуть-чуть стеснение? Да, это у нас так положено. А когда придут родители невесты в этот дом? Это попозже. Например, через полгода, На через... свадьбу. Если какое-то мероприятие будет, примерно тогда. А дочка сама может ли? Дочка может домой пойти? Со свекровью пойдет первый раз. Со свекровью? Да, с подарками, со всеми вот этими, да. А вы откуда?
А вы из Павлодара на свадьбу приехали? Вот смотрите, у нас гости. Как я с вами встретилась. И мне нежданно-негаданно. Спасибо, я с удовольствием. А вы чеченка? Да. Только проживаете в Казахстане? Да, да. Местная казахстанская, родилась там, выросла там. В общем, и старость там стоит. Сейчас мы с вами с женской половины перемещаемся в мужскую. Угадать, кто жених, кто светится больше всего. Ну, если вы сидите рядом, поздравляете. Давай, да, Пожелание кто-нибудь скажет? Ага. Какой у нас красивый, статный жених. тебя глаза выйдали. Спасибо большое. Сейчас мы с вами находимся в комнате жениха, да? Вот наш красивый жених. А вы что сегодня? Не будете выходить куда-то? Вас никто не увидит сегодня. Вроде это тоже люди, просто старше. А женщины к ним не пойдете. А как вас зовут? Я зовут Зелимхан. Рад знакомству, Зелимхан. Меня зовут Эльвира. Будьте самым счастливым, чтобы у вас была самая крепкая семья и Спасибо, много детей. Эльвира. Рад вас видеть здесь. Проходите, просядьте. Девушки, женщины обычно сюда не заходят, но вы Мы не как будем гости. нарушать ваши Не, традиции. вы просядьте, присядьте. Хотя бы, конечно, давайте. Я. О, так хорошо отсюда фотографировать. Официантка видим, да, где? Насколько он хороший, порядочный парень, нам долго пришлось ему подыскать девушку, подстать ему такую. Вы нашли ему знаете, подстать. Да, поэтому, Невеста роскошная. маша Аллах. Самый вкусный. Это друзья жениха, и плюс еще они вместе учились в вузе. Бисмиллахиррахманиррахим, попробуем. Как вкусно. У меня просто шикарный завтрак с утра. Это завтрак у вас? Да. Давайте посмотрим, что есть на столе, чем здесь угощают гостей. Вареные куски мяса, рулетики, нарезки, закуски, салаты. Также Это вот курица. это курица, вот это 100% индейка. Это бульон. Бульон. Это чеснок, да, чтобы макать. Не пить? Это, да, если он просто бульон, а тогда Можно и пить, да, можно да. и так. А потом с чесноком, чтобы можно было макать. Бульон внизу? Внизу. Еще бульон внизу. А это что за суп у вас? Это чисто соус для куриного приправы, как бы куриного. А это как бы для мясного. Вот бульон немножко. Так-то мне принесли бульон макать, я его, видите, выпиваю. Без наката брак считается недействительным. Поэтому самое важное это никак. А ЗАГС можно через год сделать там. Через полгода. Ваши жены берут вашу фамилию? У чеченцев это и есть такое или нет? Практикуете, Части. А, то есть абсолютно спокойно на своих фамилиях остается. так и должно быть. Даже так должно быть. Да? Кем вы работаете? Работаю в туристическом направлении. Какой туризм у вас? Ну, внутренний туризм. Вы вместе... С Атланом работаем, да. Но если честно, за свою жизнь так женщина делает И не один только выбор. За кого выходить замуж. А все остальные решения принимает непосредственно мужчина. Так и должно быть. Мы его поздравляем, желаем счастья, желаем Всевышнего в первую очередь. Желаем здоровья, обоих согласия, понимания, компромисса. в конце концов. Пусть у вас будет все хорошо. Пусть в этом доме будет много детских голосов. Я очень рада была познакомиться с женихом. Спасибо большое. Надеюсь, также рады были познакомиться с нами. Что-то я не то сказала. Действительно была рада Взаимно. познакомиться. И у вас вот здесь еще один есть не жена. Да. Очень порядочно. Пусть обещает, что на свадьбу позовет меня. Пусть вот прям обещает. Проблем нету. Вот посмотрите, у нас Убери есть руку в неженатый, камеру, посмотри, да. хороший, симпатичный мужчина. Я
Очень рада познакомиться с вами, с вашей семьей. Ваши сыновья, машаллах, вот не сглазить. Как они мне понравились. Улыбчивые, открытые ребята. Молодые пускай будут самыми счастливыми, чтобы у вас было много внуков, здоровые внуки. И вам всего доброго. Вы замечательная семья. Мне очень понравилось. Спасибо. Посмотрите, меня домой отпускают не с пустыми руками. Говорит, Эльвира, это тебе подарок. Ну, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Мы с вами. Не надо и так красиво. Не надо так, вообще красиво. Пакет не надо. Нет, спасибо, спасибо. Нас домой отпускают не с пустыми руками. Очень приятно. Ой, там вообще какая-то красота. Мы сейчас счастливо, радостно, чтобы все было хорошо. Хочу вам сказать большое спасибо, рада с вами познакомиться. Сегодня вы нас отвезли к невесте, мы с вами вместе забрали невесту, привезли в этот дом, пускай молодые будут счастливы, и вы очень хороший человек. Помогливый, и нас с ними. Какой помогливый, улыбчивый, чуть бы у вас не сглазить. Вообще, мне ваша мама сильно понравилась. Вот она вас таких и воспитала. Вообще молодцы. Все, теперь мы прощаемся. Увидимся с вами. Еще раз огромное спасибо. До свидания. Гостям мы всегда рады. А мы любим в гости приезжать. Спасибо. Друзья мои, на этой прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого видео. Как всегда, у нас с вами был очень интересный, увлекательный и насыщенный день. Сегодня, благодаря вам, мы познакомились с чеченцами, с их традициями, обычаями, побывали на свадьбе. Огромное вам спасибо, Адлан. Ваши контакты мы оставляем в описании к этому видео. Если туристы соберутся посетить Чечню, Северную Осетию, Ингушетию и Дагестан, нужно обязательно, в первую очередь, вы должны не билеты купить, а позвонить Адлану. И он все вам скажет, да? Как нужно поступить, как нужно ехать, это будет вашим гидом. И вам спасибо. Спасибо. Все, до свидания. Какие девчонки красивые. Все, пока-пока. Друзья мои, берегите себя, помните, что вы у меня самые лучшие. А теперь пока-пока. Пока-пока. Мы с вами прощаемся с Адланом, но я еще пойду в гости к его родителям. Адлан у нас скоро уезжает. Большое спасибо. Я очень рада знакомству с вами. Все, давайте, до скорых встреч. А я пошла домой. О, я в такой крутой гостинице живу. Я вам хочу ее показать. Я нашла самую лучшую гостиницу в Грозном. Гостиница называется Донна Отель. Местоположение просто шикарное. Посмотрите, здесь у нас торговый центр. 2 шага мы с вами сделали. Здесь у нас мечеть, сердце Чечни. Это просто самая лучшая локация, где можно жить. Отель внутри потрясающий. Ну а сейчас, друзья, я вас приглашаю в мой роскошный, просторный номер. Взгляните, какие здесь уютные, чистые номера. Вот это все я должна из Чечни привезти домой. Здесь мои подарки, покупки, гостинцы. Это все я увезу в Казань. А теперь переходим к номеру. Взгляните, насколько аккуратный, чистый, просторный, красивый номер. Невероятно удобная двуспальная кровать. А самое главное, вы взгляните, когда вы смотрите в окно, вы видите вот такие достопримечательности. Это у нас мечеть сердца Чечни. Здесь все достопримечательности в шаговой доступности. Я каждое утро, каждый вечер просыпаюсь и любуюсь этой красотой. Вот такая вот у нас шикарная гостиница Донна. Давайте покажу санузел, проходите. Невероятно чистые, опрятные номера. Набор халатов, белоснежные полотенца. Очень удобная гостиница, еще раз повторюсь, находится в хорошей локации, поэтому это мой для вас полезный совет. Друзья, когда вы приедете в Грозный, заселяйтесь в эту гостиницу, вам самим будет легче ориентироваться. Я оставлю контакты гостиницы Донна вот здесь, вот вы можете их здесь увидеть. Также оставлю в описании к этому видео. Это я вам от души рекомендую, чтобы сэкономить ваше время. Всегда даю вам только полезные, проверенные варианты. Гостиница Донна для меня №1 сейчас в Грозном. И по цене, и по местоположению. И еще посмотрите, какие здесь вкусные, шикарные завтраки. Вы взгляните, я каждое утро завтракаю как царица. Вот такие дела, друзья мои.